Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. В предыдущих видеороликах я вам показала свою тепличку, рассказала, какие малыши у меня там живут. Сегодня я вам хочу показать антуриумы, которые растут у меня в естественных домашних комнатных условиях, то есть находятся на подоконнике. Изначально, когда я начала собирать свою коллекцию, я скупала все подряд. Мне нравились все антуриумы. И, как говорится, пришла в магазин, я хочу вот этот сорт, вот этот, и вот эти еще два мне заверните. Приносила домой, делила магазинные кусты, оставляла себе, соответственно, самую большую, самую такую крупную, знаете, цветущую деляночку. Ну и была бесконечно счастлива. Ушло время, эти мои кустики начинали расти, некоторые из них обросли детками, распушились, кто-то пошел ввысь. И когда я на них посмотрела и поняла, что меня понесло. Растений много, места у меня не хватает. То есть поставить кустик где-то там в угол комнаты – это неправильно. Света мало, и растение начнет чахнуть. Делать какие-то стеллажи и превращать свою квартиру в оранжерею я тоже не была готова. И поэтому мне в спешном порядке пришлось реализовывать все свои растения. Я оставляла самые маленькие деляночки, только тех сортов, которые мне действительно понравились. Остальные раздавала друзьям, знакомым, ну, куда могла. Вот. На данный момент из более чем 80 сортов у меня осталось немного, скажем так. И то это самые такие любимые, самые, на мой взгляд, красивые растения, которые я хочу вам сегодня показать. Начнем с этого окна. Нам пришлось его завесить, потому что снимать против солнца неправильно. Цветочки получаются темненькими. Это у меня северо-восточное окно, ближе к северному. Солнечного света здесь недостаточно, поэтому подоконник оснащен двумя светильниками, прожекторами, мощность которых 20 ватт и световая температура 6500 кельвинов. Эти прожектора хорошо выручают в осенне-зимний период, в пасмурные дни. Работают они у меня по 12-14 часов. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Это у нас Jolly Peach. Цветочки такие интересные, цвет такой нежненький у них. И початок такой тоже светленький, симпатичный. Это только распускается. А эти уже старенькие цветы. Видите, початок зеленый, появляются зеленые ушки на покрывале. Здесь у нас получается фламинго браун. Ну, пока показывать, как видите, нечего, он только распускается. Фэнтези Лав, прекрасный сорт. Покрывало такое закрученное, интересненькое такое. Это уже старый цветочек, видите, у него зеленые ушки появились. Вот совсем молодой, он только распускается. Видите, какой-то такой, даже не знаю, как и правильно сказать, цвет. Такой белый, с зеленым оттенком. И вот розовенькие там прожилочки такие маленькие идут. Затем, когда он распустится, он станет вот таким. Здесь покрывало у меня здесь порвано чуть-чуть. Ну, нахулиганил у меня здесь маленький товарищ немножко. Это пандола. Второе домашнее цветение, уже цветочек похож действительно на пандолу. А первый цветок был маленький, розовенький. Я даже, если честно, засомневалась, не ошиблись ли в сорте. Это у нас Sierra Magic. Как наш соведущий Тёмыч говорит, с большой и толстой кукурузиной. Это у нас молодой цветок, кукурузина такая у него, темно-красного цвета. Это уже отцветающие. Видите, кукурузина какая интересная. Здесь вот красненькие такие прям вкрапления. Интересный такой сорт, мне он очень нравится. Это Кавали. Я его вам показывала в тепличке. Ну, решила уже перенести его на это окошко. Мне кажется, здесь ему будет хорошо и уютненько. Раскрывает цветочек тоже такой, пока маленький, конечно, еще. Но со временем, я так думаю, будет большим и красивым.
Это у нас Black Queen. Здесь тоже кустик у меня небольшой, поэтому и цветочки, соответственно, небольшие. Это вот только распускается. Желтый такой початочек у него интересный. Прицветник такой прям глянцевый, аж переливается. Вообще этот сорт дает очень большие цветы, 17, а иногда и более 20 сантиметров. На данный момент растение маленькое, поэтому и цветочек маленький. Это у нас Диваут, тоже сорт недавно приобретенный. Цветочек только раскрывается, желтенький такой початок интересный. Это уже взрослый цветок, пока еще маленький. Это у меня с двойным покрывалом пытался выскочить, но благодаря моим неаккуратным действиям покрывало я повредила, всю красоту испортила. Коралл. Это уже взрослый цветок. Сейчас как бы там его повернуть. О, смотрите, какой у него интересный початочек. Смешной. А когда раскрывается, вот он маленький, кончик у него желтенький такой. Вот как-то так вот покрутить бы вам, чтобы видно было. Интересный такой сорт. Далее у нас идет Black Beauty. Интересный сорт, он мне очень нравится. Он очень-очень темный, прицветничек у него. И сам початок тоже, видите, очень темный. И длинный. Интересный такой, вот смотрите, взрослый уже цветок. Початок такой длиннющий-длиннющий. Ну, кустик тоже у меня еще молоденький, поэтому и цветочек маленький. По идее, должен быть побольше, конечно. Это у нас Черри Чемпион. Вот первый цветок, первое цветение у него. Это уже более взрослый цветочек, уже и окрас не такой яркий, и початок стал толще такой, и, конечно, опять же, не такой яркий. Сирана. Интересный сорт, такой маленький, но симпатичненький. Обычно очень обильно цветет, но у меня сейчас он после разделения куста, поэтому не совсем пышный. Это маленький цветочек, молодой еще совсем. Посмотрите, початочек-то уже такой интересный, желтеньким кончиком. И здесь наша легендарная, вернее, моя легендарная шпилька. Вот она зацвела. Это у нее первый цветок. Здесь еще один вот раскрывается. Так особо не буду трогать его, чтобы не повредить. И где-то здесь еще я видела. Вот еще один. Совсем маленький. Вот, далее. Далее давайте перейдем на мою такую подставочку. Соорудили мне ее. Вот хотелось бы вот этот цветок вам показать. Давайте вот так вот. Это Adios Spirit недавно приобрела. Вот первое домашнее цветение у него. Беленькое покрывало и зеленые ушки. Симпатичненькие такие. Но что интересно, вот цветочек еще только раскрывается, видите? А он розовый. Он совсем даже не беленький. Для меня это, если честно, было немножко странно. Ну, маленький кустик, я его недавно приобрела в частной коллекции. Так, это у нас получается Red Queen, тоже пока маленький еще. Кустик, цветочки такие интересненькие. Вот такой розовенький, красивый початочек. Сорт будет большой, крупный. Ну, пока вот видите, маленький у меня еще малыш цветет. И здесь реанимашка. Я его уже сюда поставила. Это Diamond Red. Ну, вроде как приходит в себя, начинает оживать. Вот все цветы, которые у меня есть на этом окне. Конечно, многовато. Ну, смотрится очень даже красиво, очень симпатичненько.
Восточное окошко цветочков здесь у меня немного. В основном спатики. Этот с пацифилом недавно был разделен кустик. Поэтому вот такой еще маленький. Здесь тоже недавно только посадила. Тоже пошел в рост. Вроде бы как чувствует себя неплохо. Он листик новый раскрывает. Две реанимашки. Амалия элеганс. Цветет тоже. Но листики, конечно, оставляют желать лучшего. Здесь тоже вроде как мы тронулись в рост. Неплохо себя чувствуем. Антуриум хрустальный. Интересный такой сорт. Листочки у него такие шершавенькие. Сейчас вот опрыскали их, не особо видно. Так интересные. А это цветет он так. Ну, как говорится, вся красота у него ушла в листья. Sweet Dream. Тоже прекрасный сорт. Мне очень он нравится. Посмотрите, какие яркие, красивые цветы. Прям насыщенный такой. Молоденький цветочек. С початочком розовеньким таким. А это уже более зрелый зеленый початок. Это старый цветок. Это безымяшка у меня. Тоже интересненький сортик такой. Симпатичный, мне очень нравится. Антуриум. Симба. Тоже сорт очень красивый. Вот эти зеленые ушки, ну они вообще впечатляют. Это старый уже цветок. Полностью позеленел. Уже ушки все равно чуть-чуть темнее, чем основное покрывало. Западное окно оснащено одним прожектором. Давайте посмотрим, какие сорта у меня здесь находятся. Начнем, наверное, с угла. Это Антуриум Атаза. Прекрасный сорт, мне очень он нравится. Это молоденький цветочек. Это уже более взрослый. Антуриум Ливиум, вы все его знаете. Это старый цветок. Тоже уже старенький, надо срезать будет. Это молоденький. Рядом мой любимый элеганза. Прекрасный сорт. Молоденькие цветочки, такие симпатичненькие. Прям маленькие, как пуговки. Это уже взрослый цветочек. Ниже у меня Антуриум Зизу. Компактный маленький сорт. Интересные такие цветы у него вытянутые, как ленточки. И Лили. Тоже такой же сорт. И листики у них одинаковые, цветочки. Но что мне нравится у Лили, посмотрите, у него почти все цветы с двойным покрывалом. Вот достану. Ой, смотрите, какой он. Вот один интересный такой. Вот рядом другой такой же. Прям прелесть. Вот эти вот двойные покрывала, это, знаете, нечто. Интересный такой сорт. Далее идет Фиорина. Он только распускает свой цветочек. Это уже старенький. У него первое цветение было домашнее. Вот молоденький цветок. Интересный такой сорт. Залм тоже. Первое цветение домашнее. Деточка маленькая-маленькая у меня была. Вот зацвела. Тоже цветочек, компактный сорт. Такой цветочек маленький-маленький. Далее идет всеми любимый Red Bull Чемпион. Я недавно делила куст. Ну, как видите, вот уже зацвел. Быстро очень адаптируется. Неприхотливый такой сорт. Посмотрите, какое покрывало. Ой, вообще мне очень нравится.
Сорт, ну просто супер. Интересный такой. Это уже взрослый цветочек. Здесь у него краешки вообще темненькие такие, почти коричневые. Опять же полочка здесь у меня. Ну, Лили, это малышок. Ливиум, извините. Малышок такой симпатичный. Это безымяшка. Тоже вот, симпатичненький такой сорт. Мне нравится тоже компактненький, маленький. Здесь, конечно, на этом окошке у меня цветочков много. Еще одно западное окно. Это та комната, где у меня находится тепличка. Это окно не очень богатое растениями. Орхидея цветет почти всю зиму. Ну, уже вот отцветать начинает. Такая интересная сорта. Не знаю, если честно, орхидеи. Я ими особо не увлекаюсь. Это, скажем так, подарки. Этот у меня красавчик Green Queen. Недавно он отцвел. Растение взрослое. Вообще сорт очень крупный. Цветы крупные, такие зеленого цвета. Вот, кстати, скоро будет новый цветочек. Вот он вот распускает. Вот малышка растет. Мистик, первое домашнее цветение. Ну, так скажем, ни о чем. Не очень симпатично смотрится. Еще одна орхидейка. Тоже уже скоро отцветать, наверное, будет. И Адиус романс. Недавно отцвел. Это вот один цветочек у меня остался. Что показать. Вот такой еще один подоконничек у меня. Дорогие друзья, мы закончили экскурсию по моим подоконникам. Как вы, наверное, заметили, что это самый заставленный из всех них. Я заметила, что именно на этом подоконнике антуриумы у меня растут и цветут лучше, чем в других комнатах. Я это связываю с тем, что у меня здесь находится аквариум, опять же кондиционер висит, балкон. И в этой комнате больше влажности по сравнению с теми другими, где более суше и температура выше. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, с удовольствием отвечу. До скорых встреч!